Позвольте представить вам Александра Рузера, нашего приглашенного лектора. Это немецкий философ и социолог, который в настоящий момент занимает ставку полпрофессора в Университете Агдера в Норвегии на кафедре социологии. Мы давно общаемся в рамках различных проектов, публикаций и научных мероприятий. И вот Алекс, к счастью, откликнулся на наше предложение приехать в Нижний Новгород и поучаствовать в нашей конференции. Он выступит с докладом, который называется «Отложенная революция». Доклад будет переводиться на русский язык. Алекс, you're welcome. Thank you for the introduction. Thank you for having me here. It's a great honor and pleasure for me to give a public lecture. I know you had a very long day, and so I try to be as entertaining as possible. Спасибо большое за то, что представили меня. Спасибо, что пригласили. Для меня это большая честь, огромное удовольствие выступать перед вами, делать эту открытую лекцию для вас. Я знаю, что сегодня был очень долгий, напряженный день. Я постараюсь быть максимально веселым, чтобы вам не было скучно. When I was invited to talk at a conference on revolution and evolution, and I was aware that I would speak at the end of the first day, I thought I should talk about something you might not have addressed, and that's revolutions that don't happen. Вы знаете, когда меня пригласили на эту конференцию и сказали, что темой конференции будет «Революция и эволюция», я узнал, что я буду выступать в конце первого дня, то на тот момент я решил, что, наверное, нужно в рамках открытой лекции поговорить о тех вопросах, которые вы в рамках этого первого дня не затрагивали, поговорить о эволюциях, которых никогда не было. More precisely, I would like to talk about scientific revolutions that don't happen. Ну, а если точнее, то я хотел бы поговорить про научные революции, которых никогда не было. And in tonight's lecture, I would like to address three questions. Why is it that scientific revolutions sometimes don't happen? И в рамках своей презентации я хотела бы попытаться ответить на три вопроса. Первый вопрос — это почему научные революции иногда так и не происходят? How come that counter-evidence is either ignored or can be explained away? Второй вопрос звучит следующим образом. Почему некие опровергающие факты или контраргументы порой игнорируют или порой находят какие-то отговорки? And perhaps most importantly, what role can philosophy of science play in understanding how scientific revolutions are postponed or called off? Ну и третий вопрос, наверное, самый значимый, это какую роль может сыграть философия науки в понимании того, как отменяются или откладываются научные революции. In order to answer these questions, I would like to do two things. First, I would like to introduce a model and then an example. Чтобы ответить на поставленные вопросы, я хотел бы сделать две вещи. Во-первых, представить модель, а во-вторых, привести примеры, подтверждающие эту модель. We need a model because it's quite difficult to understand what happens during a scientific revolution. Нам нужна модель, потому что я считаю, что без нее практически невозможно понять, что же происходит в процессе научной революции. I would suggest that we try two different approaches here, two pathways. The first one asking why a scientific revolution is happening or not. И я предлагаю идти одновременно сразу по двум путям, то есть использовать два подхода. В рамках первого подхода попытаться ответить на вопрос, почему происходит научная революция. This will lead us to questions of history of science and of course the question, who are the revolutionaries, or who could be the revolutionaries? И в рамках этого пути, этого направления, безусловно, нам будет помогать история науки, и мы должны будем одновременно ответить на вопрос, кто же такие эти революционеры, нонконформисты. The second path is more tricky because we have to ask them how a scientific revolution is called off, and this leads to the question of the history of epistemology.
В рамках второго подхода мы должны ответить на вопрос, каким образом та или иная научная революция прерывается или отменяется, и в этом нам поможет история эпистемологии. After I introduce the model, I would like to briefly turn to a prominent example of a revolution that should have happened but didn't. После того, как мы поговорим про модель, я хотела бы привести, наверное, очень показательный, иллюстративный пример того, как научная революция должна была произойти, но так и не произошла. This example is, of course, the non-revolution in the economic science after the financial crisis of 2007-2008. Ну и когда я говорю про этот иллюстративный пример, то я, безусловно, имею в виду ситуацию, когда не произошла революция в экономических науках во время кризиса, финансового кризиса 2007-2008 годов. First, I would like to briefly turn to the question why we don't understand what happens during a scientific revolution. Ну и, во-первых, я хотела бы попытаться ответить на вопрос, почему же происходит так, что научная революция оказывается отмененной. As Ilya Kashavin already mentioned in his first talk today, it's impossible to understand scientific revolutions without referring to Thomas Kuhn's book, The Structure of Scientific Revolutions. Как сегодня во время утренней пленарной сессии господин Илья Касавин уже сказал об этом, что невозможно понять научную революцию, не обратившись к книге Томаса Куна «Структура научных революций». Kuhn himself is often credited for bringing the social in our understanding by describing the scientific revolution as a social process. Благодаря Томасу Куну, благодаря этой книге, был привнесен социальный аспект в рассуждение о научных революциях. И именно он стал описывать социальные революции как научные революции как некий социальный процесс. However, Kuhn was neither a post-structuralist nor a postmodernist. He wanted to basically protect the positivistic conception of reason. Но при этом надо помнить, что Томас Кун не был ни позитивным структуралистом, ни позитивным модернистом, а он попросту отстаивал идею о том, что в основу нормальной науки должна быть положена позитивистская концепция рационального восприятия. This leaves us with a strange constellation. On the one hand, we have a positivistic conception of reason during normal science. И тут у нас возникает некая дилемма, некий парадокс. С одной стороны, это позитивистская концепция научной революции и нормальной науки. But between two paradigms, so at the moment of scientific revolution, there's actually no way of giving a rational explanation. That's what Steve Fuller mentioned in his paper, 1992 paper, Being There with Thomas Kuhn. Но что происходит между теми или иными историческими событиями, скажем, между научными революциями, до сих пор представляет загадку. То есть непонятно, нет никакого рационального объяснения тому, что же находится между так называемыми парадигмами. И об этом писал Стив Фуллер в своей работе 1991 года, когда он следовал по стопам Томаса Куна. And this has led to an abundance of sociological and historical work on scientific revolutions, but increasingly marginalized philosophy of science. Появилось достаточно много различных работ, социологических и исторических, но, тем не менее, социология науки не нашла должного воплощения в этих работах. However, philosophers of science have tried to understand this black box of scientific revolutions, and I would like to mention two extreme examples. Но, тем не менее, роль философии науки в изучении так называемого черного ящика, то есть того самого парадокса, что же все-таки происходит в рамках вот этой научной революции, философия науки играет большую роль в попытке ответить на этот вопрос. The first example is Imre Lakatos, who was focusing on the architecture of research programs of theories, taking into account that scientists might try to, let's say, immunize their theories from counter-evidence.
Ну и в рамках ответа на этот вопрос, наверное, стоит упомянуть два кардинально противоположных подхода. Первый подход будет проиллюстрирован через Имре Лакатеса, который фокусируется на архитектуре парадигм различных исследовательских программ, которые учитывают социальные факторы. И в рамках этого подхода ученые, как правило, пытаются не допустить отказа от той или иной выписанной ими теории всякий раз, когда появляются какие-то аргументы, которые противоречат ей. The other extreme is, of course, Paul Feyerabend, who described any process of scientific reasoning just as another social practice. Ну и второй кардинально отличный подход будет представлен именем Пола Файерабенда, который описывает научное мышление как некий социальный процесс, при этом те или иные научные прорывы носят абсолютно случайный характер. And what I would like to do now is to focus on called off or postponed revolutions, because there we can actually see when a piece of counter evidence is ignored, we should be able to find out whether this is due to the architecture of theory or social factors. Ну и теперь я предлагаю поговорить про отложенные или отмененные революции и пытаться понять, почему есть некоторые факты, исторические факты, которые игнорируются, в чем причина этого игнорирования. Либо причина лежит в архитектуре научной теории, либо этому есть какие-то социальные факторы. This is just how the model looks like. We have sociology of knowledge and philosophy of science. And we're using techniques of the history of science or ideas from the history of epistemology to follow the ideas of Lakatos and Feyerabend. Вот таким вот образом выглядит модель, о которой я сегодня уже говорил. Нам на помощь приходит социология научных знаний и философия науки. В качестве методов исследования мы можем использовать историю наук и историю эпистемологии для того, чтобы проследить логику в рамках двух направлений, двух подходов, о которых уже было сказано выше, логика Имре Лакатеса и Пола Файерабенда. If we follow the first path, we follow the tradition of sociological historical analysis. That means we focus on social circumstances. В рамках первого подхода, если мы будем говорить про социологию, про историю знаний, про социологию научных знаний, то мы будем прежде всего концентрироваться на различных социальных обстоятельствах, которые привели к тем или иным событиям. This means we focus on academic training, career path, vested interests, and most importantly, I would say power relations or power imbalances. Ну и когда я говорю про социальные обстоятельства, то прежде всего имею в виду различные конъюнктурные соображения, ситуацию в той или иной академической среде, существующие учебные программы, ну или участие тех или иных органов власти при принятии тех или иных решений. With these power imbalances, we can distinguish between internal and external power relations. The most important one, internal relation, is the so-called Planck effect. Если мы будем говорить про влияние власти, то, наверное, нужно упомянуть про возникающий дисбаланс власти или дисбаланс сил. Он может быть как внутренним, так и внешним. Если мы говорим про внутренний дисбаланс, то здесь возникает так называемый эффект Планка. This basically means that we have to analyze the internal hierarchies of an academic system or a discipline to find out whether rebels actually can challenge established professors and proponents of a theory. И в данном случае очень важно проанализировать существующую иерархию в той или иной академической среде или в рамках того или иного академического курса, чтобы понять, вот эти самые революционеры, могут ли они действительно поставить под сомнение теории, которые были предложены известными и крупными профессорами и учеными. And moreover, we can also focus on external power relations. For example, ну и во-вторых, мы можем сконцентрироваться на вопросе внешнего дисбаланса сил, на внешних политических отношениях. Yeah, for example, the affiliation or alignment with dominant ideologies. For example, as a good example is the alignment of German philosophers with
the Nazis in 1933 that steered careers of, for example, Heidegger, and basically ended careers of opponents like Karl Jaspers. И когда мы говорим про этот внешний дисбаланс, то, естественно, нужно иметь в виду возможность взаимодействия между теми или иными учеными и представителями власти, которые представляют определенную идеологию. И, мне кажется, очень ярким примером в данном случае может служить вот эта связь, которая возникла между немецкими философами и нацистами в 30-х годах 20 века, а именно в 1933 году, когда очень успешной оказалась карьера Хайдеггера. Но есть и примеры обратные, когда тот или иной философ отказывался сотрудничать с нацистами, и в итоге его карьера рушилась. What all these analyses have in common is that they focus on external factors. They explain why revolutions happened or didn't happen, and give explanations that external to scientific reasoning. Ну и, как правило, в большинстве своем мы фокусируемся на анализе внешних факторов, пытаемся ответить на вопрос, почему революция произошла или не произошла, и, как правило, усматриваем объяснения в зависимости от социальных и исторических обстоятельств. I personally think that's a little bit disappointing, and therefore we should turn to potential internal factors that link scientific revolutions to scientific reasoning. Я думаю, что этот подход не всегда верен, и стоит обращать внимание и на внутренние факторы, и попытаться установить связь между социальными революциями и социальным мышлением. And in order to do so, I think we should ask ourselves the question, what is a scientific fact? Чтобы это сделать, я думаю, нужно ответить на вопрос, что такое научный факт. The modern fact has a history itself. У понятия «современный факт» есть определенная история. If we, for example, turn to, let's say, pre-scientific or early scientific thinking, we find the Aristotelian empiricism of experience, which wasn't interested in singular facts at all, only in universal regularities. Если мы посмотрим на времена Аристотеля, то можем употребить термин эмпиризм опыта аристотелевский, который предполагает абсолютно полное отсутствие внимания к каким-то единичным наблюдениям и тотальное фокусирование на определенных закономерностях. The focus on singular events, observable events, is closely affiliated with the name Francis Bacon. Фокусирование на каких-то единичных наблюдаемых явлениях и событиях тесно связано с именем философа Фрэнсиса Бэкона. But unlike modern scientists, Francis Bacon was, as Lauren Destin called it, interested in strange facts. Но в отличие от современных философов, если мы будем говорить про Фрэнсиса Бэкона, то он фокусировался на так называемых странных фактах. Unlike modern biologists, Bacon would never waste his time with looking at cows. And it needs to be, for example, a cow born with two heads is something different. Or, I mean, something really strange. Other examples include a rain of blood or deformed babies like Siamese twins. С позиции Фрэнсиса Бэкона обращать внимание на какие-то закономерные и стандартные явления не стоило. То есть вряд ли бы, если бы он был биологом, он стал бы изучать обычных коров. А вот корова с двумя головами, наверное, привлекала бы его внимание, потому что это действительно странный, необычный факт. Ну или, например, сиамские близнецы или кровавый дождь. Вот какие-то абсолютно не систематические, из ряда вон выходящие события, наверное, бы привлекали его внимание. The important difference is that for Francis Bacon and others of his time, these strange facts were evident in themselves. And collecting them, or not collecting, getting to know of them was important to, and that's a quote by Lauren Destin, destroy old systems and theories with a barrage of counterexamples. Это явление можно назвать эмпиризм фактов,
согласно Фрэнсису Бэкону, и фокусирование как раз на этих странных, единичных, порой непредсказуемых и совершенно необъяснимых фактах, при этом предполагало разрушение старых систем, старых теорий с помощью множества примеров, которые опровергали устоявшуюся теорию. But as again Lauren Destin has pointed out, modern facts are not the same as strange facts. We mean bizarre occurrences we somehow learn about, but that's systematically collected, verifiable and repeatable occurrences. Но продолжая логику Лорена Дастона, современные факты — это все-таки не те странные факты, о которых говорил Фрэнсис Бэкон. Это данные, которые подтверждаются определенными стандартными методами, которые собираются, которые проверяются, которые регулярно наблюдаются. То есть это стандартизированные методы сбора данных. Это могут быть как произвольные, так и плановые наблюдения, но в любом случае это данные, которые повторяются и которые являются предсказуемыми. Furthermore, the logical status of facts has changed. While in Baconian times facts were just evident, they now become evidence for or against the theory, and that's important because we're not only collecting facts for finding answers, but also for generating research questions. При этом факты на сегодняшний день, современные факты, как правило, не являются очевидными или наглядными, но при этом зачастую выступают как доказательства или опровержение той или иной теории, используются для того, чтобы генерировать какие-то выводы в рамках того или иного исследования. And according to Mary Poovey, this is quite paradoxical. И Мэри Пуви считает, что в этом заключается парадокс. Because modern facts share some features with strange facts. For example, they are independent data. С одной стороны, современные факты имеют нечто общее со странными фактами. But at the same time, they are not evident. They're evidence for or against the theory, which means they are not independent data. И в этой связи мы говорим, что это вроде как независимые данные. С другой стороны, как правило, парадокс состоит в том, что они позволяют, что эти данные позволяют лишить статуса доказательств ту или иную информацию, те или иные данные в пользу определенной теории или парадигмы или в целях ее опровержения. This means that the modern fact itself creates a space of ambiguity which allows for selecting some observed occurrences over others. Таким образом, современные факты создают некоторую неясность и создают прецедент для того, чтобы отбирать те или иные наблюдаемые факты в качестве подтверждения той или иной теории и отбрасывать иные факты, которые могут эту теорию опровергать. And since modern facts are not evident, but only evidence, it's not a priori clear which fact should be selected and which one should be rejected. И поскольку, как мы уже сказали, современные факты не являются очевидными, но могут служить в качестве доказательства той или иной теории, пока не совсем ясно, какие именно факты следует отбирать в качестве доказательств, а от каких отказываться. And I would argue now that this paradoxical character of the modern fact is kind of a inherent built-in mechanism in paradigms and theories that allow for systematically immunize theories from unpleasant counter-evidence. Парадокс современных фактов состоит в том, что в них есть некий встроенный механизм, который позволяет сохранять ту или иную теорию, ту или иную парадигму, независимо от появляющихся новых фактов, которые могут ее опровергнуть, то есть независимо от тех или иных социальных или исторических обстоятельств, которые могут ее опровергнуть. And I would like to briefly turn to one example, the financial crisis, to perhaps hint at what such a model could do. И теперь я хотела бы перейти к примеру, о котором я уже сегодня упомянул, это финансовый кризис. Может быть, в данном случае та модель, которую мы рассмотрели ранее, позволит лучше понять причины произошедшего. I choose economics, or neoclassic economics, as an example because it's one of the, let's say, very rare
instance where we have a paradigm or a quasi-paradigm in social sciences. Я выбираю экономику в качестве примера для рассмотрения в рамках этой презентации, потому что, мне кажется, экономику можно рассмотреть как некую парадигму социальных отношений. The neoclassic economic paradigm, very briefly, is the attempt to unify the micro level, individuals, and the macro level, organizations, markets, states, and so forth. Неоклассическая экономическая парадигма представляет собой объединение макроуровня и микроуровня экономики. В данном случае имеется в виду эффективный рынок или динамическая стохастическая модель общего равновесия. This unification is achieved by, in a way, simplifying the model. For example, assume perfect rationality and complete information, and develop mechanisms that over time always lead to, let's say, an equilibrium that succeeds this perfect rational behavior. В данном случае мы говорим про объединение тех или иных параметров в рамках экономической модели и можем использовать принципы рационализации и информированности для того, чтобы разрабатывать механизм, который в конце концов обеспечит некое экономическое равновесие. And to be fair, this approach seemed to be very successful. In 2003, for instance, Nobel laureate Robert Lucas claimed that central problems of depression prevention have been solved for all practical purposes and in fact have been solved for many decades. В течение довольно долгого времени такой подход считался достаточно успешным. Скажем, Нобелевский лауреат Роберт Лукас в 2003 году заявил о том, что основные проблемы предотвращения экономической депрессии или экономического спада были решены и фактически решались на протяжении многих десятилетий, и теперь был достигнут успех. This might help explaining why the accepted explanation, the accepted crisis tale was that economists were just surprised and nobody could see it coming, and it was just an ugly surprise. И общепринятая кризисная, так скажем, сказка заключалась в том, что экономисты просто оказались застигнуты врасплох, что кризис не предвиделся, и, возможно, вообще его невозможно было предвидеть, и для всех это стало настоящим сюрпризом. The problem with this explanation is that it's not true. Но проблема в этом объяснении кроется в том, что на самом деле это неправда. As for example, Dirk Benzema has aptly demonstrated, there have been quite a number of so-called heterodox economists that had issued warnings and had published and were pushing for a reformulation of central theoretical assumptions. Есть подтверждение тому, что существовали неортодоксально мыслящие экономисты, которые выступали с определенными предостережениями и предлагали новые теоретические парадигмы для дальнейшего развития экономики. So now I'd like to apply the model and try to find out what both paths can explain. Ну, теперь я хотела бы продемонстрировать, как в данном случае можно применить рассмотренную выше модель и как можно следовать двум выше обозначенным подходам. The first path is basically common knowledge. We all know this. Первый подход, по сути, заключается в общеизвестных знаниях. Hundreds of studies actually have shown that there was a narrowing down of academic curricula at universities and university programs. Сотни исследований демонстрируют, что на сегодняшний день обучение, университетское обучение, академическое обучение и опыт становятся все более и более узкими. Moreover, Philip Mirovsky and others have shown that, of course, there were close ties between academic economists and political establishments in most countries, just proving that there was not much incentive for wannabe rebels to start a revolution. Господин Мировский, мне кажется, достаточно однозначно показал, что существует очень тесная связь между экономистами, учеными-экономистами и политическим истеблишментом. И это, наверное, объясняет причины, по которым неконформисты, нонконформисты в сфере экономики не чувствовали себя уверенными и вряд ли открыто продвигали те или иные идеи. The problem with these explanations is that the only logical conclusion is then that
continuing neoclassical economic theories is deeply irrational then. Единственный логический вывод из этого заключается в том, что неоклассические экономические подходы по сути не объясняют сложившуюся ситуацию. So therefore I would like to explore very briefly at the end the second path. Теперь давайте кратко рассмотрим второй подход. So, turning to this inherent built-in mechanism, we need to know that this attempt to unify the micro and the macro level was accompanied by a push for creating ever more simple and elegant, as they call it, models. Неоклассическая экономика направлена на объединение макро- и микроэкономических перспектив и, по сути, стремится к тому, чтобы разработать как можно более простые, элегантные теории. I would say the central feature of the architecture of these theories was that a push for the simplicity of assumptions and the complexity of measurement. При этом суть такой архитектуры, основным элементом этой архитектуры является стремление, с одной стороны, к простоте умозаключений, а с другой стороны, к усложнению способов измерения. But this unfortunately meant that measurement became ever more sophisticated over an ever more impoverished database, and economists were excluding all sorts of data, for example, cultural variation, psychological data, as irrelevant. В итоге простота допущений и сложность измерений привели к тому, что стало наблюдаться некое обнищание моделей, и из научной практики стали исключаться те или иные данные, скажем, культурные различия или какое-то иррациональное поведение людей. Они более не учитывались при составлении тех или иных экономических моделей и прогнозов. Accordingly, when crisis struck, the most common explanations were so-called black swans, which means all theories have limits and limitations, or fat tails, it's another catchy term that refers to the fact that all statistical deviations have some limitations. Ну и когда в 2008 году грянул кризис, то в качестве объяснений упоминались такие экономические понятия, как «черный лебедь», указывающие на то, что любая экономическая теория имеет свои ограничения, ну или довольно популярный термин так называемые толстые хвосты, или утолщенные статистические хвосты, которые предполагают, что в любых статистических измерениях могут быть определенные отклонения, девиации. The problem with these explanations is that they completely omit that heterodox economists had very good models and very accurate data. The data was just strange. Was just strange facts. For example, they were comparing the housing bubble in the United States in 2005 with a tulip crisis in the Netherlands. Or they were talking about panic at markets, psychological irrational behavior, or cultural variation. Однако, тем не менее, предложенные объяснения вряд ли позволяют сделать какие-то далеко идущие выводы с тем, чтобы избежать дальнейшего повторения. И при этом не учитывается тот факт, что экономисты нонконформисты предлагали определенные модели, предлагали довольно точные данные, которые должны были привести в итоге к выводам о том, что кризис будет неизбежен. Но эти данные, эти модели отрицались, поскольку были классифицированы как странные факты. А они, в свою очередь, говорили о том, что, скажем, ипотечный пузырь, который возник в США в 2005 году, определенным образом связан с тюльпановой революцией в Нидерландах, а паника, которая возникает на фондовых рынках, попросту объясняется психологической паникой людей, которые оказываются в неясной ситуации. So that means that the evidence was not absent, but the facts were denied the status of evidence. And since no fact is evident in itself, it was entirely possible, and you can explain it by looking at the structural features of the model and not the social constellation. Таким образом,
доказательства грядущего кризиса все-таки существовали, просто от них отмахнулись, они не были приняты во внимание. Таким образом, это объясняет тот факт, что модель, та или иная экономическая модель все-таки могла быть разработана, но ей просто не дали ходу. So the heterodox economic data was to mainstream economists what the two-headed calf is to modern biology. На сегодняшний день те теории, которые предлагают экономисты-нонконформисты, по сути рассматриваются как те самые ученые, которые в свое время интересовались двуглавыми коровами, вместо того, чтобы рассматривать какие-то более закономерные факты. And what does this mean? I think it means that if we take this seriously and explore the paradoxical character of modern facts deeper, we can actually find explanations that are internal to scientific reasoning and not depending on social contingencies. Ну, а если говорить серьезно, то если мы поподробнее рассмотрим этот парадокс, который связан с современными фактами, то мы, наверное, найдем объяснение сложившихся обстоятельств исторических, и социологический исторический анализ, по сути, позволит обнаружить причины откладывания или отмены чего-то вне научного обоснования. And I think we can conclude three things now. First, that we have to take Imre Lakatos' approach seriously, but perhaps follow it in a little more radical way. Ну и напрашиваются три вывода. Первый – это учение Лакатоса, которое действительно стоит рассматривать всерьез, правда, может быть, стоит посмотреть на него с более радикальных позиций. Second, we should analyze theoretical architectures, if you will, and try to find out whether we have in different disciplines processes of immunizing theories from strange facts. Во-вторых, наверное, необходимо проанализировать существующую теоретическую архитектуру и, может быть, выявить те процессы, которые приводят к тому, что та или иная теория оказывается абсолютно изолирована от тех или иных фактов, которые могут вполне рационально ее опровергнуть. And thirdly, we should perhaps focus more on studies on revolutions that never happened. Because I personally think, if we focus on called off or postponed revolutions, we understand scientific process and scientific reasoning better. Ну и в-третьих, мне кажется, что нужно фокусироваться на исследованиях отложенных или отмененных революций, поскольку таким образом мы лучше будем понимать те или иные научные процессы и то, каким образом выстраивается научное мышление. And finally, I think we have to do this because scientific revolutions are quite consequential. And if you turn around, if no fact can itself be evident, we can't trust in a single observation, in a decisive experiment or whatever, to help us get rid of bad or wrong theories. Ну и, наконец, мне кажется, стоит рассматривать научные революции более пристально, поскольку они имеют определенный последовательный характер. Ни один факт не может являться полноценным доказательством, и, в принципе, мы действительно порой не можем доверять тем или иным наблюдениям или тем или иным экспериментам, но они порой помогают нам избавиться от тех фактов, которые опровергают ту или иную научную теорию, этого явно стоит избегать. Yeah, and therefore that's the last thing I would say. I would like to invite you to discuss how we can keep the black box of scientific revolutions open and try to probe the black box even further to find out what is going on. Ну и, наконец, я хотела бы пригласить всех вас к дискуссии, к обсуждению того, как же все-таки открыть этот черный ящик научных революций, как изучить его, как понять его и как добиться, как обеспечить возможность для того, чтобы этот черный ящик в дальнейшем оставался открытым. And yeah, thank you for your attention. Thanks, Irina, for the translation. Спасибо большое всем. Уважаемые коллеги, у нас есть некоторое количество времени для того, чтобы задать вопросы и получить ответы. Пожалуйста, кто хотел бы это сделать? Два. Так, вижу. Ну, начнем с дамы, пожалуйста. Hello, thank you for your lecture.
I'm from the university. I don't know. I cannot speak Russian, so I'll speak English. Yeah, thank you again. Interesting examples. I'm myself studying medieval philosophy, and I will ask about the scientific revolution, the Copernican one, because usually historians, they tend to turn their attention towards explanations that are valid only if they manage to explain why the revolution happened in the West and why it happened in the particular time period. So usually those arguments are quite, well, they look towards like economical aspects, political aspects and stuff like that. So what would be your position about that? Thank you for the questions. I think it's very, very, very important. I would also say, so that's why basically had Lakatosh and Feierabend a little bit, I know it's a little bit simplifying here, but as extreme positions. I'm absolutely convinced that the social context plays a role. Economic, religious development plays a role. But I wouldn't say, but of course it's quite difficult to explain scientific breakthrough, scientific revolution only by focusing on the social historical context, as long as we want to maintain the assumption that science is something else than just another social practice. Which is, by the way, it's an absolutely, it's a reasonable position. But I just would say that we should, and I'm not ruling this out, I'm just saying, but even if this is the case, the scientific models have some unique features that channel the progress, perhaps. Sorry. Thank you. Вопрос заключался в том, что девушка изучает средневековую философию, очень интересные показались примеры, и вопрос состоял в том, что с научной революцией, прежде всего коперниковской, если говорить по те времена, историки уделяют огромное внимание объяснениям, которые считаются обоснованными, валидными, и при этом, как правило, пытаются объяснить ту или иную революцию, которая происходит, как правило, на Западе в определенный период времени. И объясняют, в качестве аргументов приводят те или иные политические, экономические аспекты. А как насчет социальных аспектов? И в ответе было обозначено, что да, действительно были приведены примеры и Фейерабенда, и Такаса. Это представлено, конечно, утрированно, как противоположные позиции, но при этом абсолютно точно можно утверждать, что социальный контекст играет очень большую роль, равно как экономический и религиозный контекст. Но в рамках рассмотрения научных революций очень важно ориентироваться на контекст, поскольку в данном случае наука и научные революции, вообще научные процессы, это закономерные вещи, которые происходят в рамках научной практики, поэтому создание тех или иных научных моделей может порой объяснить те или иные факты, те или иные особенности, которые приводят к возникновению подобного рода научных прорывов или научных революций. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Let me put my question in Russian in order to more precisely express what I mean. Вы очень интересный доклад, интересная постановка вопроса, но какие факторы убеждают вас, что вы пропустили научную революцию, тогда, когда могло быть просто новое объяснение. Аналогия может быть, скажем, проведена с ребенком, который должен был родиться, но не родился. Мы не можем догадываться, был ли он обычным человеком, гением или кем-то другим. Какие факторы заставляют говорить о том, что пропущена научная революция? Отложено.
So, thank you for your exciting presentation. The question is, what factors make you believe, what facts make you believe that there is the called off or delayed or cancelled scientific revolution? So we can draw a parallel to an unborn child who was supposed to be born but was never born. So how can we make a conclusion that this could be either an ordinary kid or a genius? So what factors actually make you believe that we missed some kind of scientific revolution? In a way, because I'm just not a functionalist. No, it's a very good question. And of course, that's why I use both terms, postponed, could have been delayed, and called off, because you can never be entirely sure. I mean, there's no... Thomas Kuhn, for example, is not precise on how long a paradigm shift takes. But it's just... perhaps that's why called off is perhaps the strongest and perhaps the most problematic term. But I'm absolutely fascinated by the fact that, in contrast to what you might believe if you just read Thomas Kuhn's book for the first time, there is no immediate or functional connection between counter-evidence and the abandonment of a paradigm or a theoretical approach. And I'm just interested in how this works. And I'm coming from sociology, so of course I think social factors play a role, and they can delay scientific breakthroughs, and we know this in medieval times, religious reasons and so forth. But I also think that I'm just fascinated or interested in whether there are some built-in features in theories that might delay or prevent revolutionary change. May I also ask a question? Alex, I appreciate greatly your lecture, and my question is as follows. We know that from the very beginning, economics as a science was very, very closely connected with economical and political practice. So perhaps it is rooted in this practice much more than physics or chemistry. That's why external explanation may be very relevant. But there is also a kind of explanation which you have already mentioned, but I don't think that you made a proper stress on this. The difference of sciences to which economics is oriented. It is either mathematics or the humanities or the social sciences like law, history, psychology, and so forth. So the contrast between the rational economic agent on the one side and the real human agent, the latter studied by the humanities and the social sciences, in contrast with the first one. This may be also a source of this crisis in economics, but the second question is if really, do you think that every crisis may lead to a revolution? Is it a sign of future revolution necessarily? So if you are speaking about the postponed revolution, it is clear that economics as a theory and experimental practice is already in crisis because it was unable to foresee and to explain
the economical crisis. Being from the very beginning very closely connected with practice, it proves inability to serve this practice. Okay, but perhaps it is a sign not for scientific revolution, but a reason to break this link with practice, not to be so immediately connected with the practice, to take a distance, and so forth. Thank you. No, thank you for this question. I think both questions are highly relevant, and I would say they're related, because in a way you could say that modern economics is living the old dream of Auguste Comte to have a kind of a social physics, because that's behind all these models, that you can develop a social science, because economics has been a social science when it was started, into something that resembles natural science, hard science. That was the idea. And of course, and that's just Auguste Comte, because he also thought if we reach this positivistic stage of science, then it can be useful. That's what economists want their scientific models to be, so we should be applied there. And I'm very skeptical whether this is A, possible, and B, a very good idea. But precisely for these reasons, I think a huge economic crisis that was neither anticipated nor explained should, I mean, not for sociology, not for philosophy, not for, I don't know, anthropology. I mean, you don't have to, they don't claim to be close to having this, reaching the status of a natural science. So if a sociologist is not getting a political revolution, well, fine, that's okay, nobody's claiming this, but these models are exactly designed to do this. And I think that's why it's a very good test case. Just a good test case, but I completely agree with you. The implications are, of course, I was just had half an hour, so of course there are much more implications. For example, you could say separating economic analysis from economic policy would be a very good way of establishing some form of safeguard. For example, with oversimplification. That's a very, very good approach. And of course, this is something that might develop. I think Steve wants to say something. Just a moment. Yeah, because there's going to be a very huge... Just a moment. Да, с предыдущего вопроса. Давайте я быстро переведу свой вопрос, это будет короче. Значит, у меня было два вопроса. Первый. Ну, понятно, что экономика возникала как наука не благодаря тому, что возникали какие-то теории, а в первую очередь она возникала как экономическое консультирование. И затем из этого она уже превратилась в науку. То есть она с самого начала была очень тесно связана с экономической практикой. Не надо ли разорвать эту связь? Политическую, наверное. С экономической, в первую очередь, и политической практикой. Не надо ли разорвать эту связь и сделать ее самостоятельной, а независимой от потребностей экономического и политического эстаблишмента, которому она служит, вместо того, чтобы, продуцировать какое-то объективное знание. Это был второй вопрос. А первый вопрос был такой. Помимо социальных обстоятельств, может быть, стоит немножко больше сфокусироваться на том, какой идеал научного знания приняли для себя экономисты. То есть вот эту самую математику с рациональным экономическим субъектом, вот этим с экономическим человеком, вместо того, чтобы больше ориентироваться, собственно, на социальные и гуманитарные науки, которые естественного человека изучают. И тогда ответ
Ну, мы можем говорить действительно про определенную связь, которая существует не только между экономической теорией и экономической практикой, такое наблюдается в других сферах, мы можем говорить про социальную физику. Действительно происходит развитие определенных социальных наук, которое связано с науками естественными. Агюст Конт еще говорил о том, что необходимо добиться определенного позитивистского взгляда, хотя я достаточно скептически отношусь к этому подходу. Что касается экономических кризисов, то вот в случае с 2007-2008 годом тот факт, что никто не ожидал этого кризиса, впоследствии не мог объяснить его причин, наверное, это есть определенное доказательство того, что существующие модели не работают. Если мы посмотрим на различных ученых, будь то антропологи, философы, социологи, то мы увидим, что все они так или иначе заинтересованы в том, чтобы дать определенные ответы. Социология как наука, допустим, занимается тем, что пытается ответить на вопросы, почему же все-таки происходят политические революции, хотя, в общем-то, конкретного ответа мы так и не получаем. И мне кажется, что идея разделить экономический анализ и экономическую политику – это, в общем, достаточно здравый подход, который может дать определенные положительные результаты. Да, пожалуйста. Сифуля. Да, пожалуйста, Стив. Сейчас он его I'm sorry to be late. First of all, thank you for the talk. You're raising a very important issue. Of course, some of this is covered by counterfactual historiography, it seems to me. But my main question to you is, as we get more used to the idea that crucial moments in the history of science, like revolutions, have happened contingently, right? It could have gone another way, except some crucial debate, some crucial piece of evidence or whatever. The more we accept the contingency of the history of science, the more it opens the door to actually revisiting past episodes, right? So in other words, the past becomes then sort of the place to go, as it were, to bring about potential new futures. And I was just wondering how do you, because I think that's actually true, because the point about Kuhn that's important here, and Ilya alluded to this in his talk, was that a science, when it has a paradigm, basically controls its own history, right? So it basically says the history had happened this way, and we are the ones who are delivering it. But once the science doesn't control its own history, and there's a lot of different possibilities on the table of how things got to how they are, and how they could move forward in the future, right, that then opens the door to people saying, but you left this out, you left that out, and now we need to bring that on the table and have a kind of new way of looking at things. I was wondering what your reflection on that is. Спасибо большое за вашу презентацию. Очень интересные вопросы вы подняли. Мне кажется, что они отчасти рассматриваются в историографии, ну и в рамках нашей дискуссии мы об этом тоже говорим, конечно же. Я думаю, что все мы так или иначе все больше привыкаем к идее о том, что революции происходят как-то спонтанно, неожиданно и случайно. И это заставляет нас иначе взглянуть на наше прошлое, на нашу историю. И, в общем-то, этим мы занимаемся в рамках истории наук, то есть мы как бы по-новому смотрим на те или иные эпизоды прошлого. И это приводит к тому, что мы задумываемся над тем, что если те или иные события в прошлом пошли в каком-то ином направлении, то, возможно, мы имели бы новое будущее. Я, в общем, согласна с этим. Об этом же говорит и Томас Кун, и сегодня об этом же говорили утром и на пленарном заседании. Говорили о том, что действительно наука, по сути, создает некую парадигму, которая контролирует историю. То есть история происходит, развивается в том или ином направлении, происходят те или иные исторические события благодаря тем или иным событиям в науке. То есть, по сути, наука как бы является способом реализации тех или иных исторических движений. Но, с другой стороны, можно говорить о том, что наука не всегда способна контролировать развитие истории, поэтому существуют различные варианты того, как мир и общество могут развиваться в будущем. Порой всплывают на поверхность те или иные исторические факты, которые вовремя не были учтены, и тогда, в общем-то, в обществе есть возможность сказать, вот вы забыли об этом, вы не упомянули об этом, а это, может быть, действительно предопределило ход тех или иных исторических событий. Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу.
Yeah, thank you. I mean, it's fascinating. You're absolutely right, and I think it's a little bit related to what I said, that we should perhaps also rethink Lakatos' project and radicalize it. Because what I think, you're absolutely right that we have this back to the future paradox. Exactly. I mean, you can see, I mean, I don't know, perhaps people might disagree with me, but I have the impression that I'm reading a lot of papers now where people claim to have a brand new approach, but then they incorporate everything as avant la lettre. This person was a network theorist, he was a structuralist, and that's exactly what you described. So you want to take the credit for the past by rewriting it and say, this person who died 100 years ago was basically in my camp. Right. And therefore I can use his name or her name as a kind of my credit list. And that's, of course, it's really interesting, because I'm not sure whether these people, at least to Ilya's talk, would be particularly happy with being labeled like this. And of course it becomes even more complicated when we now have this talk about intercultural science or non-Western science, because then it's, of course, becomes even more complicated, because it can be find a 17th century Chinese thinker who's a functionalist and all of that. So I think that's why I think it's a new field as well. Can we keep the black box open? I think perhaps we should say we have to open it even wider and probe it. But it's happening anyway. This is the point. It's happening anyway. Я действительно считаю, что имеет смысл, может быть, пересмотреть подход Лакатоса, о котором мы говорили. По сути, мне кажется, мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать парадоксом назад в будущее. Может быть, со мной некоторые не согласятся, но я сегодня читаю очень много научных работ, и действительно очень часто встречаю ситуации, когда люди утверждают о том, что они разработали какой-то новый подход, и в качестве референты указывают на какие-то прошлые исследования, которые были проведены, но по сути это доказывает один факт, что этот новый подход по сути является просто переосмыслением разработанных ранее подходов. В этом и состоит суть развития. Ну и мне кажется, что можно продолжать этот разговор, можно углубляться дальше в детали. Можно говорить, например, про такую интересную тему, как межкультурные науки, и в этом смысле вспоминать о том, что по сути об этом, может быть, другими словами говорили еще в 17 веке, об этом, может быть, говорили китайские мыслители. Но я, тем не менее, повторю, что я считаю, что очень важно раскрыть этот черный ящик, о котором я говорил сегодня в презентации, изучить его и обеспечить его открытость в дальнейшем будущем. Уважаемые коллеги, мы, к сожалению, не исчерпали отпущенное нам время. Давайте поблагодарим докладчика и дискутантов.